Здравствуйте, представители знака зодиака Рыбы. Таро расклад. Судьба находит выход. Пасьянс. Таро прогноз. События до конца января 2025 года. Давайте узнаем подсказки карт. У нас сегодня две колоды. Старинный цыганский пасьянс, который у меня очень много лет. Мне его когда-то подарила мама. И больше эти карты маленькие, с теми значениями, которые рандомно выпадают, и никогда не знаешь, что же они тебе продемонстрируют. А на колоде Таро мы по части нашего эмоционального восприятия несколько раскроем те события, которые могут случиться, или как мы можем это все воспринимать. Давайте будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но вы люди интуитивны, и для вас 2025 год открывает совершенно новые перспективы. Но январь может быть где-то достаточно сложным месяцем, потому что как от вас потребует, может быть, много работы, много какой-то занятости, решения многих вопросов. У кого-то из вас буквально беготня по инстанциям, может быть, в зависимости от того, что вы хотите себе совершить на будущее, но еще из прошлого есть какая-то концепция, которую вы должны закончить, подвести к какому-то общему знаменателю. И здесь может буквально встречаться как прошлое, так и будущее, момент перехода. Вы можете, или кто-то из вас может так ощущать. И себя придется как адаптировать и организовывать. Итак, что нам скажут карты пасьянса? События до конца января. По сути, события ближайшего будущего, ближайшего времени. Вы можете совершенно безосновательно испытывать какую-то тревогу. Вот эти перекрещенные мечи. Тревога. Потому что какой-то вопрос не решается так быстро, как вы хотели. Или какая-то запутанная ситуация. Или, может быть, новости, обстоятельства вашей жизни. Вы себе могли распланировать, допустим, прежде, ну, что-то по пунктам. Но то, что мы называем из неожиданных случайностей ворвались в вашу жизнь, может быть, и прежде, потому что это как в самом начале вам выпадает. И вы пока не можете выйти из какого-то тупика или из какой-то паузы, или вы пытаетесь выйти, но пока еще не видите конкретного горизонта. Он еще пока перед вами не открыт. Вот где-то на середину января такие ощущения у вас могут быть. А тем не менее, мечи здесь скрещенные, как будто в итоге они показывают, есть только одно направление. Давайте узнаем, что за направление. Или что перед вами откроется. Придет какая-то новость. Или, может быть, кстати, это сомнение, оно будет обусловлено тем, что вы и узнаете какое-то или новое событие вокруг вас, или какая-то новость приходит, информация, которую вы понимаете, я не знаю, как мне действовать, или вам придется продумывать, как это именно новость, события, обстоятельства теперь будут оказывать влияние на вашу жизнь. У кого-то могут быть банально, даже приятные, кстати, новости, потому что у вас открывается какой-то добрый путь. Может быть, мои дорогие, это все равно какое-то, я вижу по колоколу, это всегда та информация, назовем это в целом, та информация, которая приходит извне к нам. Это то, что от нас не зависит. И мы можем где-то и тревожиться с учетом мечей. Или нагонять на себя какие-то сомнения, тоску. И то, что не нужно, будем говорить. А тем не менее для вас открывается какая-то новая возможность. Возможности, правда, новые приходят, а вы их можете не видеть. Или вы пока слишком что-то можете драматизировать. Будьте внимательны. Давайте идем дальше. Немного значений выпадает. Правда, посмотрите, тут открытый путь и какой-то праздник. А вначале как какая-то путаница, неразбериха. Для вас будет очень важно, кстати, у кого-то проиграется так, что была ссора с человеком. Нож выпадает, это конкретно ссора. Тогда вот эти мечи. Вы с кем-то, может быть, поссорились прежде, не нашли общего взаимопонимания. То тогда у вас есть возможность помириться. Кто-то из вас
может отправиться на какую-то важную встречу, или вы можете быть приглашены, или ожидать приезда конкретного человека. Скорее всего, до конца января он появится в поле вашей видимости. Но тогда для вас будет важно с кем-то не поссориться. Даже если вас пытаются вывести на конфликт, помните, вам это точно не помогает. А вот смотрите, новостной месяц или период января у вас действительно может быть как новость врывается в вашу жизнь, и пусть это, опять же, это то, что извне, молния, это мгновенное какое-то событие, или это может быть и ваше, конечно, решение, но все же я вижу зависимость ваших намерений и целей, последующих планов от той обстановки, которая существует вокруг вас. Здесь, правда, вы с чем-то можете подводить и итоги, потому что на кону уже что-то будущее, или то, что для вас должно быть продолжено, какие-то открытые дороги, может быть и новые пути следования, но совершенно необходимо где-то рассмотреть новые варианты и очень немаловажный момент. Вам придется с кем-то договариваться. И если вы с кем-то не согласны, то тогда, ну, как-то более красиво отстраивать отношения с тем человеком, может быть, и уходить по-английски для кого-то. Такое я вполне могу предположить. У кого-то буквально уход по-английски, когда вы можете на что-то решиться или куда-то уйти. А для кого-то из вас может быть, что вы откажетесь в какой-то компании, может быть, случайно. И будет важная персона, кстати, которая будет вам чем-то полезна, но она вам может не нравиться именно тем, как она транслирует, может быть, информацию, или сам человек может быть для вас неприятен, кстати. Он вам может сказать что-то неприятное, но именно это что-то может быть правдой. Поэтому быть великим дипломатом – это первое, а второе – увидеть иррациональное, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте мы раскроем несколько энергий. Каковы энергии до конца января, как это видят карты, именно Таро. Наше эмоциональное настроение, состояние, Паш Пентакли. Помните, что вы находитесь в самом начале пути. И здесь действительно что-то по судьбе. Вы не некоторые вопросы на этой, ну, не неделе, это 2 где-то недели будет как минимум, вы не можете осуществить быстро. Вам нужно что-то изучить. Может быть, сдать что-то как экзамен какой-то жизненный пройти, потому что по пажу Пентакли мы всегда учимся. Ну и понятно, раз есть учеба, значит есть какой-то завершающий этап. Но этих самых этапов, учеба и завершение, как какой-то экзамен, нам еще предстоит много в нашей жизни. Поэтому тут что-то не просчитаешь наперед достаточно точно. И внимание, говорит к деталям эта карта. Паш Пентакли готов учиться. Ну вот где-то такие энергии вам предлагают карты. Учиться, может быть, по-новому взаимодействовать с людьми или самому выходить из разных ситуаций, но тоже с каким-то новым мировосприятием или совершенно новыми способами действий. Давайте мы узнаем неожиданные события. Любовь, согласование, поддержка, искренность. У кого-то, правда, признание в любви. Может быть, это вы кому-то будете признаваться в любви. И есть контакты с определенным человеком. Кстати, тогда может проиграться карта Паш Пентаклей, когда тоже не гони лошадей, не торопи свою историю любви, может быть. Здесь будет, как неожиданное событие, действительно какая-то радость для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. А у вас могут быть сомнения ненужные и какая-то неуверенность. Нет, нам здесь как раз позитивный ключ больше раскрывают карты Таро. Что важно учесть, именно учесть для вас? А сам по себе период, как, ну, сумерки, как какая-то неопределенность, тысячи неопределенностей идут по аркану Луна. Мы пока еще не знаем, как мы будем действовать дальше. И поэтому очень важно не создать конфронтации и уметь договариваться даже с хамелеонами, мои дорогие рыбы и рыбки. Важно смотреть себе под ноги, важно учесть, чтобы не быть в толпе, когда выпадает аркан Луна, и именно у нас позиция идет, что важно учесть. Меня несет толпа, есть такое выражение. И когда мы находимся в толпе, мы совершенно не воздействуем сами на себя.
А вот для вас это важно учесть, что вы должны контролировать как и ситуацию, что происходит в вашей жизни, так еще и обстоятельства, которые происходят вокруг вас. Поэтому, если вы оказываетесь в толпе, вам в другую сторону. Вот это учитывайте. По аркану Луна мы не должны собой рисковать. Здесь нужно предельно быть внимательным, чтобы буквально не оступиться, может быть. Где-то на плане наших посмешных, неосторожных действий, когда мы что-то делаем на автоматизме, мои дорогие. Включите критическое мышление до конца января. Это для вас что важно учесть. Что нужно знать? Давайте узнаем. Победа. Тут, правда, какие-то могут быть приходить приятности, важные события, какие-то новые совершенно возможности, когда вам придется еще продолжать учиться, но и есть победа в этот период времени, когда вы сами себя поблагодарите. Но карта победителя о чем нам еще говорит? Ты не можешь расслабиться, ты должен все в деталях контролировать, потому что если ты ослабишь где-то хватку, и хватка это не значит, что мы кому-то что-то доказываем, а это как раз опять же критическое мышление. Мы очень объективны в этот период времени. Так вот, если мы позволим себе где-то так, ну, именно думая, что, ну, сейчас начинается какой-то больно стабильный период жизни, потому что у вас будет в этот период какой-то как минимум день, когда вы останетесь чем-то очень довольны, а нам говорят, нет, тут мало совершить эту победу, и еще ее предстоит удерживать, мои дорогие рыбы и рыбки. В чем риск? Вторая 6. Примите во внимание, любая 6 в колоде Таро – это своеобразная победа. Почему? Потому что, если мы про нумерологию, вся активность проходит в 6 стадий, а шестая – это завершение. Но здесь мы можем тоже также гексаграмму и рассматривать некоторые вопросы по части китайской философии, то есть вот в нескольких религиях, философиях мира 6 – это число, когда, правда, мы получаем результат. И мы должны это удерживать. У кого-то конкретно деньги, может быть и так. Деньги, скорее всего, приходят, решается какой-то вопрос, но от нас это требует каких-то новых совершенно действий. Опять же, удержание побед. Для кого-то решение вопроса по части финансов, каких-то важных согласований. Здесь по 6 пентаклей есть в вашем окружении человек, который может вас выручить или буквально деньгами, или прийти на помощь. Но судьба находит выход, мы назвали так наше видео, и по 6 пентаклей. Здесь словно невидимые силы. Или пусть это руками каких-то людей, от которых вы эту помощь не ожидали. К вам приходит таки какая-то поддержка. И 2 шестерки, 2 победы. Действительно, тут не время риска. Давайте, что же вас удивит? Любовь. Или пусть это не про любовь. У кого-то это контакты с конкретным человеком, помощь конкретного человека, потому что у нас туз кубков выпадает и 2 кувшинки, или как прообраз лили, это через искренность, поэтому есть человек, который именно искренне за вас болеет душой. Может быть, это выражается как ваш любимый человек, у кого-то это может быть и родственник, или ваш друг, или ваш партнер, может быть. Здесь самая разная идет концепция. Но тогда не поссориться с этим партнером, к примеру, потому что тоже такое, я могу предположить, что-то может и не нравиться, именно потому что какая-то история у вас запутанная. Вам могут говорить одно, или вы можете услышать одну какую-то новость, воспринимать ее как-то по-своему, а обстоятельства, они не могут быть просчитаны до конца на последующий период времени. Поэтому для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, очень важна группа поддержки, или пусть это будет даже один человек, с которым будет важно и где-то не поругаться, ну, где-то и самому быть великим дипломатом. Это в целом вам все помогает. Далеко один не уйдешь, помните, и об этом где-то нам говорят тоже карты. Ну, а если мы спросили, что же вас может удивить, именно искренность, поддержка, любовь, или когда вы чувствуете друг друга без слов, у кого-то личная жизнь, любовные отношения, когда вам, может быть, захочется признаться кому-то в любви, или кто-то вам признается в любви. К чему все идет?
что будет продолжаться. Ну вот смотрите, начинается с пажа, а дальше уже растут ваши возможности. Если вы где-то правильно взаимодействуете со всем тем, что приходит на ваш порог и вашу жизнь, не упустите каких-то моментов, то теперь у нас уже рыцарь Пентаклей. Да, нам продолжают то, что не будут решены некоторые вопросы очень быстро. И по рыцарю Пентаклей я всегда говорю своеобразный марафонский забег, как по Плутону, наверное, он теперь у нас в Водолее лет на 10-20. Какая-то долгая программа или долгое построение к достижению какой-то конечной цели. Мы именно в этот период января можем закладывать новую мечту. И потом нам придется не просто, чтобы получить эту мечту, а развить самого себя, отстроить новое качество жизни. То есть придется какой-то период времени достаточно долгий пройти, потому что добрые дела наспех не делаются. Но опять же, о чем еще нам карта, к чему все идет? Что-то будет продолжаться в первую очередь, это точно. У кого-то отношения могут продолжаться долгий период времени, у кого-то партнерство, может быть, по бизнесу, по делам может продолжаться. Важный человек, который вам будет помогать, содействовать вам как-то, тоже контакты будут продолжены. Для вас, в принципе, важно оценить тех людей, которым вы можете доверять, и откуда может прийти поддержка и надежда, может быть, на этого человека. Но не эфемерная надежда, понятно, а именно какой-то более практичный смысл должен быть. Потому что на последующий период, повторюсь, далеко одному не пойдешь. Так вот, как группа или ваш социум, ближайшее окружение тоже будут иметь значение, но еще и ваши дальнейшие по части заработков, начинания здесь тоже имеют смысл. Для кого-то из вас вы можете приступить, изучать что-либо, или, может быть, вам предложат какую-то должность, в которой вы останетесь долгий период времени, или какое-то новое направление в деятельности, откуда к вам будут приходить деньги. К примеру, вы тоже для себя можете как и подсчитывать, так и с этим определяться и, наконец-таки, решиться. И это будет что-то очень правильное. Потому что две, опять же, шестерки. Но к чему все идет? Что-то должно продолжено быть. Причем то, чему мы можем доверять, то, что построено на искренних отношениях, потому что взаимодействие есть. И вот аж две победы вы должны связать воедино и на длительный срок. Контролировать еще. Совет. До конца января для рыб и рыбок. Много будет контактов, много будет людей, на вас определенно будут воздействовать, пытаться, чтобы вы пришли к какому-то выводу, но к тому выводу, который будет одновременно устраивать какое-то иное лицо. Могут настаивать люди, чтобы вы с чем-то согласились или начали участвовать в жизни каких-то людей. А карта семерка жезлов нам говорит о том, что ты сейчас должен сконцентрироваться на самом себе. От вас потребует некоторой медитации. В каком плане? Это ничего не делание, а когда мы больше заняты своими делами. Много хаоса может быть вокруг вас, мои дорогие. Кто-то буквально может как на соревнование вас какое-то вызывать, а карта по семерке жезлов говорит, да ты не торопись выходить куда-то, да, на авансцену, или не торопись участвовать в чужих вопросах и делах. Не торопись кому-то что-то доказывать. Для тебя лично сейчас важно что-то совершенно иное. То, что ты себе наметил. Или то, что тебе приходит с какой-то возможностью. Или то, что будет означать как две победы. Может быть и так. Что-то у вас сложится очень хорошо. Но это не повод успокаиваться. И не повод где-то рисковать собой. По семерке жезлов очень часто вот это соревнование или воздействие на нас людей, оно связано с тем, что это кто-то на нас имеет планы или интерес. А мы знаем, что сегодня интерес есть, а завтра он закончился. И может, чтобы так не получилось, когда вы начали в чем-то участвовать. Именно потому, что вы согласились. Но завтра у человека интерес закончился, а вы уже прочно увязли в какой-то ситуации. Вот эта карта совет, она как раз об этом и говорит.
потому что у вас сейчас сильная позиция. И люди, кстати, могут это чувствовать. Поэтому где-то и пытаются отчасти подпитаться вашей энергией или договориться с вами, чтобы вы взяли на себя какие-то обязательства. Вот этому не время. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.